Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал, на канал Z Handmade. Это вторая часть видео мастер-класса по вязанию вот такой вот пчелки по имени Жу. Вяжем усики. Берем плюшевую пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2 и 7 столбик без накида. Следующие 2 ряда, 2 и 3, вяжем без изменения. В каждом ряду по 7 столбиков без накида. Провязали. Следующий ряд 4. В этом ряду вяжем так. В начале ряда вяжем одну убавку. Провязываем 2 петли вместе за передние стенки. Далее вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Далее вяжем еще одну убавку. Вытянем слегка петлю и наполним немножечко наполнителем. Продолжаем наше вязание. Вяжем 1 столбик без накида, не довязываем его до конца. На нем мы будем переходить к пряже темного цвета. Итак, берем пряжу темного цвета и довязываем этот столбик без накида. Следующие 6 рядов с 5 ряда по 10 включительно вяжем без изменения. В каждом ряду по 5 столбиков без накида. Желтого цвета пряжу отрезаем, завязываем на узелочки и прячем вовнутрь усика. Далее усик наполнителем не наполняем. Провязали. Далее вяжем соединительную петлю и сделаем это крючком меньшего размера. Так она будет аккуратнее. Соединили, ниточку рабочую протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Хвостик прячем вовнутрь усика и вяжем точно такой же второй усик. Далее переходим к вязанию крыльев. Берем плюшевую пряжу белого цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 7. Следующий ряд у нас второй. В этом ряду вяжем 7 прибавочек подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 14. Провязали. Новый ряд можно отметить маркером. Следующий ряд 3. В этом ряду вяжем такую комбинацию. 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 21. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 4. В этом ряду вяжем 2 столбика без накида, 2 плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 28. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 5 рядов вяжем без изменения. С 5 ряда по 9 включительно. В каждом ряду по 28 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд по счету 10. В этом ряду вяжем такую комбинацию.
2 столбика без накида плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 21. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 3 ряда вяжем без изменения с 11 ряда по 13 включительно. В каждом ряду вяжем по 21 столбик без накида. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд по счету 14. В этом ряду вяжем 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Такую комбинацию повторяем до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 14. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 3 ряда с 15 по 17 включительно вяжем без изменения. В каждом ряду по 14 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд по счету 18. В этом ряду вяжем 7 убавок подряд. Итоговое количество петель у нас должно получиться 7. Провязали, маркер можно уже снять, он нам больше не понадобится. Провяжем еще 1 столбик без накида для того, чтобы равномерно сложить крылышко и провязать вот эти 2 ряда вместе 3 столбиками без накида. 1, 2 и крайний столбик вяжем крючком меньшего размера, чтобы этот столбик был более аккуратненьким. Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Этот хвостик прячем вовнутрь крылышка. Итак, одно крыло мы с вами связали, второе вяжем точно так же и переходим к вязанию воротничка и цветочка на голову. Берем плюшевую пряжу красного цвета, основной крючок и начнем вязание с воротничка. Здесь оставим немножечко подлиннее хвостик, чтобы удобно было потом фиксировать на игрушке этот воротничок. И набираем 21 воздушную петлю. 1, 2, 3, 4, 5 и 21. Далее будем вязать в обратную сторону по цепочке, начиная со второй петли от крючка, делаем накид и вяжем в одну петлю, или даже точнее за одну стеночку петли, вяжем 3 столбика с одним накидом. Первый столбик с одним накидом, туда же вяжем второй столбик с одним накидом и туда же вяжем третий столбик с одним накидом. За следующую стеночку петли мы вяжем соединительную петлю и повторим такую комбинацию до конца ряда, то есть вяжем 3 столбика с одним накидом за одну стеночку петли плюс 1 соединительная петля. Провязали, рабочую нить протягиваем, оставляем достаточной длины хвостик для того, чтобы было удобнее фиксировать воротничок на игрушке. Воротничок готов, цветочек на голову вяжем точно так же, только набираем цепочку из воздушных петель количеством 15. И все так же повторяем, вяжем сначала 3 столбика с одним накидом за одну стеночку петли, за следующую стеночку петли вяжем соединительную петлю и повторяем так до конца ряда.
Только для цветочка желательно оставить начальный и конечный хвостики еще длиннее, так будет удобнее его фиксировать. И продолжим наше вязание уже в следующей части. Поэтому, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить третью часть видео-мастер-класса «Пчелка-жу». Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!